В прошлом ролике мы нашли три бермудских треугольника, которые высасывают деньги из вашего бизнеса. Первый из них – это НЗП. Второй – это авралы и срочность. И третий из них – это мертвый запас. И первая причина всех этих проблем – разобщенность отделов между собой. Продажи обещают заказчику то, что по факту производство не выполнит срок. Закупщики везут не тот материал, который нужен производству. Финансовый отдел живет в своем мире отчетов и презентаций. Знакомо вам? Это и есть война интересов между отделом 1, отделом 2 и всеми остальными. И эта война съедает вашу прибыль. Минус прибыль. В этом ролике мы разберем первый практический шаг по решению ваших проблем в управлении компанией. Мы обсудим инструмент номер 1, который входит в архитектуру управления, оргструктуру, которая не мешает, а помогает компании и персоналу. Ту самую, которая остановила хаос на заводе с тепловозами в первом ролике. Здравствуйте, меня зовут Александр Крещенко. Я 12 лет занимаюсь построением эффективных архитектур управления для компаний и еще 13 лет практического опыта управления и работы на промышленных предприятиях. Итого 25 лет я уже в промышленности. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, здесь даю только практику о комплексном управлении. Сам лично 25 лет собирал все эти знания по крупицам. В открытых источниках таких знаний практически нет. Если вы увидите в моих роликах свои насущие проблемы и не знаете, как их решить, записывайтесь на личные консультации, ссылка в описании канала. Посмотрите на эту схему. Это структура для управления функциями. И каждое подразделение, как отдельное государство, со своими целями и задачами. Итог – каждый тянет одеяло на себя. Стыки между подразделениями – это поле боя. А генеральный директор на этом ринге – судья, и каждый день тушит пожары. Традиционная структура создана для контроля и должностей, а не для создания ценности, качественного продукта или услуги. Как разрабатываются традиционные структуры в компаниях? Собираются топ-менеджеры и отдел кадров и под себя рисуют службы и должности. Далее расставляют иерархию подчинения, кто кому подчиняется. А как эти службы между собой взаимодействуют, не обсуждают, не прописывают, не договариваются. Проходит год, отработали по оргструктуре. В компании эффективность падает, хаос, недопонимание между службами. Что думает? Проблема в оргструктуре. Давай опять в конце года переставлять эти кубики заново. И думает, что переставив просто кубики, но не выстроив логику взаимодействия между функциями, оргструктура заработает по-новому. Проходит второй год. Снова эффективности нет, производственная программа не выполняется. Они опять собираются, опять эти переставляют кубики. И это происходит постоянно, ежегодно во многих компаниях. То есть переставляют кубики или стулья перед должностями, но ситуация в компании не улучшается. Эффекта нет, производительность падает, в компании пожары, хаос, прибыли нет. Именно поэтому в прошлом ролике ваши деньги зарывались в три бермудских треугольника, храня вашу прибыль. Незавершенка – это следствие, что функции между собой не синхронизированы. Авралы – потому что подразделения живут в разных реальностях. Ну а срочные задачи от топ-менеджмента – это потому что отсутствует планирование в компании дальше, чем на один день. Соответственно, все живут в микроменеджменте, горизонта планирования на месяц, квартал отсутствует, в связи с этим возникают срочные задачи. А еще потом сверху, так как эффекта нет в компании, топ-менеджер накидывает красивые цветные презентации, которые пишут сотни человек компании, и в пятницу, выслушав вас на итоговом совещании в течение 5 минут, эти презентации выбрасывают в мусорку. Никому они не нужны, потому что это ретроспектива и к результату никакому не приводит. И все это цепочка того, что нет
выстроенной оргструктуры, нет в этой структуре взаимодействия между всеми этими функциями, которые есть в вашей компании. И очень много компаний живут в этом сюре годами. Думаю, вы понимаете, неправильная оргструктура – это убытки компании и постоянный рост накладных расходов. Это прямая финансовая дыра для бизнеса и любой компании. А самое главное – это выгорание руководителей и сотрудников организаций, работающих в таких традиционных оргструктурах. Как вы думаете, какая эффективность будет в таких компаниях, если сотрудники находятся в каждодневной депрессии и бессмыслице? А теперь, как должно быть, оргструктура по потокам создания ценностей и продуктов компании. Мы забываем про отделы как отдельные государства и начинаем выстраивать поток. Начинается с клиента. То есть клиент делает заказ. Это поступает конструктору. Конструктор. Он разрабатывает рабочую конструкторскую документацию. Дальше технологи разрабатывают технологию и материальные ведомости для закупки материалов. Закупщики на основании этой ведомости закупают материал и поставляют в производство. Производство дает отмашку на отгрузку продукции. Происходит отгрузка. И в конечном итоге изделие либо продукт попадает к нашему клиенту. Клиент. Вы видите, это не вертикальная пирамида, а горизонтальная цепь. Каждое звено в этой цепи отвечает не за свою функцию, а за свой этап в общем потоке создания продукта компании. На примере истории с первого ролика, вы можете посмотреть его в этом плейлисте, мы перестроили взаимодействие отделов не через традиционную оргструктуру, а через поток создания продуктов компании. И мы увеличили производительность за 2 месяца на заводе на 100%. В деньгах, чтобы вы понимали, было 500 миллионов в месяц, стали выпускать 1 миллиард в месяц. И почему это произошло? Потому что каждое подразделение на своем этапе работало на общую цель, а не на цель, как раньше, на цель своей функции в рамках оргструктуры компании. Внезапно исчезли бесконечные согласования, перекладывание ответственности друг на друга. Я свою часть сделал, а дальше не мое. Потому что все начали работать на общую цель. После описания в ваших компаниях, ваших потоков создания продуктов, что делается на втором этапе, чтобы уже потом из этого нарисовать правильную оргструктуру? Вы под каждой ячейкой этих этапов прописывайте коротко ответственность, кто и какая функция, что делать на том или ином этапе. И на стыках между этими этапами прописываете, кто кому что должен передать. Очень коротко, не углубляясь там, в большие регламенты, длинные положения. Прописав все это, дальше, что мы сделали, опять же, вернемся к первому ролику, мы привязали всю деятельность через этот жизненный цикл продукта, всю деятельность функции, отмотали от точки. Эта точка – это дата отгрузки заказчику, то есть это финиш, когда мы должны отгрузить продукцию. Мы отмотали назад все эти этапы по срокам. Если здесь у нас производство, да, представим, что вот производство, и от производства отмотали деятельность всех этих функций назад, чтобы мы понимали, когда технолог должен выполнить свою зону ответственности, когда конструктор должен выполнить свою зону ответственности, закупщик, продажники. И все функции выстроились вот в этот поток с пониманием,
как делать вы описываете, что делать описано и когда это делать описано. Соответственно, тем самым мы снизили длительность изготовления тепловоза с 4,5 месяцев до 2 месяцев. Незавершенка на предприятии за 3 месяца уменьшилась на 40%. В деньгах это получилось на тот момент порядка 400 миллионов рублей. Срочных задач уменьшилось в 2 раза, потому что понятно, кому кто что должен передать, в какой момент. У всех планы, у всех зоны ответственности, у всех понятная последовательность. И задачи ставились генеральным директором и топ-менеджерами в своих подразделениях не как раньше по функциям, по отдельности и как они между собой должны взаимодействовать, не было понятно. Сейчас через жизненный цикл мы понятно связали все эти функции, выдали им задачи и планы, и в рамках своих планов они выполняли свою зону ответственности. Это и есть сила правильной оргструктуры. Как уже завтра вам начать это внедрять у себя? Не берите сразу всю компанию, а возьмите один продукт своей компании, либо самый проблемный, либо который сейчас в приоритете. Через него разложите деятельность ваших подразделений, наложите зоны ответственности и на одном проекте сделайте пилот. После того, как вы отработаете и каждая служба поймет, как ему работать в новой парадигме и в новых зонах ответственности, можете уже внедрять на деятельность всей компании. И после этого вы сможете масштабировать этот подход на всех своих процессах, продуктах и услугах. Итак, сегодня мы с вами изучили инструмент номер 1 – оргструктуру по потокам. Это один из инструментов нашей архитектуры управления. Она останавливает войну между отделами, снижает ваши все проблемы, которые были в тех 3 бермудских треугольниках. В 3-м ролике это незавершенка, авралы и срочные задачи. Но чтобы эта система работала эффективно, в следующем ролике я вам расскажу о сквозном планировании. Более детально об этой зеленой составляющей, которую рисовал здесь внизу. А как соединить все функции между собой через планы, чтобы в компании был единый план. И через этот сквозной план вы сможете эффективно управлять деятельностью всех этих своих подразделений. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик напоминания, чтобы не пропустить следующий ролик. До новых встреч, всем вам удачи и успехов!